Смотрите, какой фулфиот, сколько тут крестьян идет. Приветствую всех! Как вы, наверное, могли заметить, прямо сейчас проходит шоу-матч в рамках турнира, перед турниром Noble Apartments Cup, который произойдет у нас в Германии. Туда съедутся лучшие игроки. И в рамках этого турнира проходит шоу-матч, который вы не можете найти на Википедии, но его играют сейчас Даут и Татах. Best of 89. Best of 89 это капец. Фишка в том, насколько я помню, что они играют на картах этого турнира и постоянно, наций 45 в игре, и я так понимаю, они их не должны повторять. То есть сыграли нации, вычеркнули, сыграли нации, вычеркнули. Теоретически может быть 89 игр, поэтому придется по 2 раза играть нациями, но в принципе интересно. Просто показывают красивые игры. На самом деле счет там на текущий момент так вроде как нам неплохо в пользу Татаха, но посмотрим. Казалось бы, что за карта? Кажется, Арабия. Но была Арабия. Вроде как ничего необычного. Вроде стандартная Арабия, хотя количество леса вот здесь вот какое-то зашкаливающее перед даутом, на самом деле. Какое-то зашкаливающее. Вау, ничего себе, ранняя ферма. Окей, интересно. На самом деле, Noble Apartments Cup тоже будет играться со стартом 9 крестьянами и еще юртами. Окей, ускоренный старт, это классика, это игроки любят, на самом деле они в этом признаются. Что еще стоит отметить, что оба из ГЛ, Даут и Татах, они не приглашены на этот турнир, кстати. Да, не получили приглашения, приглашены Хера, понятное дело, Вайпер, понятное дело, Лири, понятное дело, и Йо меня немножко удивил, что его пригласили, но окей. Возможно, может быть, эта четверка, это как раз топ-4 из Нили Apartments Cup последнего. Честно говоря, есть такая вероятность. Есть такая вероятность. Ну что ж, давайте посмотрим, что нас ждет. Казалось бы, на Арабии, ну что такого может быть? Ну, мы видим уже довольно быструю ферму Закмера от Даута, и он здесь использует бонус на свои фермы, что крестам не надо относить еду в ратушу. Неплохо. Хорошая у нее карта, на самом деле очень легко заволиваемая. Ну, да, действительно, просто корнер себе заволить просто, но для этого нужна хорошая разгадка. Найти этот тест. Тогда он поймет, что это изи. Так, у Татаха, кстати, бенгальцы. Бенгальцы, нация странная, но довольно сильная. Пойдет ли тут бенгалец в фосфору Strategy, фасткасл в уникальных юнитов? С таким камнем это будет сделать очень даже непросто. Даже можно сказать, что вот он тут отволился сам от себя. Слушайте, да, вот эти 3 дома это не случайно. Это такое начало завола перед золотом. Вот здесь будет продолжение, либо барак, либо что-то. Понятно, уже Татах планирует свою базу. Что планирует Даут? Даут. Давайте чекнем по фасту АПМчики их. 90 на 70. Ну что ж, у Даута 70, это не так мало. Это достаточно. И идет в переход 19-й. Без лума, причем... Даут. Ну, на самом деле, Татах тоже идет. С лумом. Так, до сих пор подгоняет оленей Даут, хотя у него скаут апнется через 30 секунд и может уже прям много разведывать и даже атаковать крестьян. Так, ну что ж, соответственно, опля, нашел овец своих. 2 лесопилки. Кстати, Даут тоже играет 2 лесопилки, но апается намного раньше. Как же ему хватит ресурсов? На что? На то, что он хочет. Да, легко. Ему не нужна казарма. Не нужна казарма, ставит конюшеньку и, соответственно, бежит дальше. Его скаут ускорился. Неужели знает, куда идти? Увидел центральный релик и такой, кстати, релик не совсем в центре, интересно. Но все равно плюс-минус паттерн реликов соблюден. По углам в центре. Так, ну а здесь бенгальцу нужно ставить барак. Но что ему надо делать? Это 2 креста, которые даются на халяву. Так, не пошел, кстати, убивать этого крестьянина. Отсюда мог попытаться, но решил, а нахера оно мне надо? Я лучше надежно сыграю. Я сыграю через разведку, что-то увижу, что-то не увижу. Плюс 2 креста это крайне сильный бонус, просто невероятно. Математически этот бонус я даже не знаю. Это, я не знаю, это как плюс 200 или мне кажется, на самом деле. Опа, здорово, мужики, еще и мужики. Ну, это вообще забить. Это они могут столько стен настроить, столько дырок сделать. Да. Столько дырок пролезть. Ну, как бы... Погнали дальше. Топорик. Топорик есть же и у Даута. Ну, у Даута бонус на ферм будет очень хорошо работать. А вообще, блин, очень сильный скаут. Ух, ты завалить его. Так, что за первое нападение? Это уже второй скаут приходит и пытается убить креста. Опа! Мне показалось, или некоторые тычки не зафиксировались, и поэтому крест на уверенности ушел и сеет ферму, чтобы быть в безопасности. Ну что ж, пика отогнала. С одной стороны, Кхмер экономит на пиках, да, экономит лес на бараке, но он не может делать пики. Кстати, тут дырка.
возможно, еще много дырок. Ну, смотрите, с хомутом остальные 3 фермы засеивают. Да, вот здесь он не ошибается, не спешит. Все 3 вот эти фермы новые будут с хомутом. Потратил лес, еще 200 осталось. Ну что за кхмерство? Что за кхмерство? Но плюс 2 креста пока еще не отыграно. К меру надо это делать. Хотя, ну, бенгалец, у него обычная экономика, плюс просто больше крестьян. Хотя бы одного убить, и тогда нормально будет. Кхмер будет себя уверенно чувствовать, потому что бонусную ферму никто не поймал. Так, была попытка забрать пику, но решил этого не делать. Ударил частокол, чтобы вернуть 3 скаутов здесь, всех скаутов на базу. Потому что понимает, что... крестьянин охраняет здесь чувака, ну и здесь на лесе. Так, борзый мужик, в принципе, потому что под прикрытием пики. Уверенно дефается татах, пока не бежит на форвард. Что странно, на самом деле, ведь он должен знать, что даут будет халявить и не делать барак. Можно добегать, конечно, могут кресты прятаться. Так, неплохо, но видимо, что... Да, видим, что тычку. 18 урона. Пика уже нанесла, скаут уже пробитый. И на самом деле сколько у него хп остается? 18 как раз, то есть как раз пика его и добьет. Это супер. Было бы 19, была бы другая история совсем. Ну, как мы видим, Татах использует преимущество в крестьянах тем, что он их берет и использует в завол. Так. Убил довольно уверенно первую пику, да и вторую довалил. Неплохо, неплохо. Он все еще тут сильнее по хп. Нет, неправда. Интересно. Интересно. А, да, тут 3 раненых, не 2. Тогда понятно. Тогда, наверное, понятненько. Что еще мы видим? Наверное, много ферм за Кхмера. Интересно, ему не так важно, куда их сеять, но у бенгальца не меньше ферм. Так. Добил крестьянин, да? Не крестьянин. Ну, он помог. Ну, так, пытается кликволить, понимает, что его будут убивать. Так, добивает раненого скаута еще даут. И убивает креста. Добил креста и все еще сильнее здесь. Все еще сильнее. Класс, супер. Ну что? Мне нравится, вот интересно, когда вот играет, да, в принципе, он здорово играет, вторую конюшню делает, вау, и уже выход на золото, то есть это будет такой супер скаутский плей, пики разбираются, то есть пики, я бы сказал, Татах тут фидит, надо уже по 2, наверное, ходить, против 6 скаутов так-то, против 5 скаутов, 6 скаутов, одной пикой драться не очень, но рядом скаут есть, а еще использует холдаут, блин, в принципе, он разваливает, или мне кажется, или меня глючит. Так, тут ему скаута добили, но он должен добивать этого. И отходит. Так, ну... Продолжает завол здесь Татах. Наверное, сгонял пик и посмотрел, что там да как. Да не особо, в принципе. И неужели отходит? Да, седло. Седло в одной конюшне, во второй конюшне делает скаут. Супер. И третья конюшня. Вау, Даут планирует наказывать. То есть Даут любит, в принципе, какие-то такие all-in выстраивать. Даут он обязательно будет абузить бонусы цивилизации. Собственно, они на лице. На лице у Татаха? Пока еще нет. Но близко. Ну а Татах, с другой стороны, он не против поделать феодальных пик. Пока их 2. И, кстати, что интересно, он тоже делает скаутов. Но у него, честно говоря, есть седло, но никаких особо бонусов на скаутов нету. Вот просто 2 креста и все, а там фермы летят. И да, с фермы летит, конечно. Так, тут хочет крестьянку забрать. Ну, 65 хп против 45 хп, это опасно. Тут намного больше хп, по идее, у Даута, да. Еще из холма как будто бы. А там выход на золото, кстати, только намечается. Здесь уже золото 234, но 3 только оставляет. Интересно, зачем еще золото, если ты играешь в 3 конюшни, как будто бы нужны только фермы. Он еще что-то ставит, это кузница. Это кузница. Ну что ж, по крестьянам ровненько, потому что Татах уже адлит. Уже адлит он. Не справляется, получается. Да, кажется, что туда, ну, вполне. 2 конюшни. Бенгальец решил так поиграть. Ну, наверное... Не знаю. Сейчас еда будет потрачена еще и в апы на конюшни. На самом деле, пока такая классическая Аравия... Ну, вообще, это не совсем классическая Аравия. Классическая Аравия тупо с фермы. Ошибочка. А здесь такая олдскульная Аравия, наверное. Фулл скауты. 2 пики, 3 пики, это уже опасно. Причем, так странно подрался. Наверное, небольшой хит-н-ран, типа, это был. Но даже здесь очень быстро фокусит пики. Даут и преследует. Слушайте, а Татах вообще, да, он маленькую разведку сделал, но так и не приходил к Дауту. Не трогать кхмерскую экономику, даутовскую. Я думаю, это большая ошибка. Я считаю, это большая ошибка. Смотрим по ресурсам плюс 500, да, так и есть. По крестьянам одинаково, по ресурсам плюс 500. Даутовая экономика будет зашибись. Все кресты видно работают, никаких затупок, вы посмотрите, что творит. То есть он
Посмотрите, что творит. Опа, уже был близок к замковой эпохе, это ж Кхмер. Но нет, решил заказать еще 3 скаутов. Такой, думаю, еще 3, потом пойду в замки. Может быть так, а может и нет. Тачку, кстати, Таут не делает, хотя уже 42 креста. А вот здесь идет тачка. Почему не делает Кхмер тачку? Потому что у него кресты меньше ходят. Соответственно, не так выгодна тачка. Она не так сильно бафает. Ну, это тупо довольно было. Не так сильно бафает она товарищей. Скаутов решает вернуть. Еще пики идут на форвард. Ё-моё. И избегают. Некоторые кресты прячут, но вроде крестов не терял. Продолжает делать скаутов. Здесь пики идут на форвард. Так, интересно. Ну и заканчивает завол. Да, здесь кузница, то есть своих тоже апает. Да, интересно. Рынок. Все-таки обуз рынка. Продажа камней. Продажи камней не было. Он просто покупает еду. Дорогую еду. Занерфили недавно у нас Даута. Реально. Даут нерф. Но все еще. Даут переход в замки, я так понимаю. Переход в замки. И ему главное дожить. Идут форвард пики. Идут форвард пики. Здесь продолжается завол. А нет. Это... Решил не волить. Тут пики очень напрягают. Своих пик нету. Своих пик нету против скаутов. Вот и проблема. Кстати, замки нажимает только сич. Нажимает или нет? Даут. Даут уже сильно налил на 1,5 минуты. Нажимает он или нет? Не понять. Понимаете, бой. Даут не нажимает, понимает важность боя. Это все-таки пики. С пиком приходится драться. Но у него нет апов на кузницу. А здесь уже есть атака. Это проблема. Но за счет холма тут еще Радша стрельнула, убила пику. И как будто бы Даут на тоненького держится. И решает еще покупить еды и нажать таки переход. Почувствовал, что может нажать переход. Интересно. В то же время, сколько здесь? Здесь 2 конюшни и добавляется барак. Добавляется 2 барака. 3 барака. Что? Таток, любитель фулл феодала, неужели понял, что надо играть сейчас в бараки, в пике, апает броню? Он начинает играть в фулл пики, то что он понял, что Даут переходит. А как он понял, что Даут переходит? Это рынок он видел давно, но именно сейчас. Возможно, он просто прочитал по счету. Что потратил только что 1000 ресурсов, то есть на 100 очков просел счет, и он понял, что да-да-да. То есть, видимо, он посмотрел на рынок, понял, что Даут готов проходить, чекал счет, увидел, что он нажал переход, а значит, что сейчас ресурсы потрачены, скаута будет не так много. Ему надо идти фулл фиот. Смотрите, какой фулл фиот, сколько тут крестьян идет. 6 крестьян на фору, то есть это максимальный фулл фиот. Выходит на камень одновременно с этим. Даут держится просто на 3 конюшнях. Одну ему убивают, просто напомнит. Даут мог бы сделать вышку, чтобы защитить типа конюшни или что. Золото у него здесь, может золото надо защитить, понятно. У него все еще 3 конюшни. Делает вышку сюда, потому что видит, что Таток переходит вышка на холм, опасно. Для дом, чтобы достроить вышку большим количеством крестов. Еще один крест идет вообще на похер. Атаку сделал золото тоже, но брони нету. А здесь тоже, кстати, интересно, брони нет, но пики очень сильные уже. Они ворвались сюда сверху. Вышка будет достроена, 100%. О, идут потери. Пока потери по крестьян только один. Ну и Даут пытается отменить вышку, непонятно. Даут, вышка. Обе вышки достроены. Оба теряют крестьян. Но пик слишком много, трипл пики идут. Просто забей. Будет больше камней, золото не добывает. Таток играет фулл феодал. Старый добрый фулл феодал по Татоку. Кстати, помню, один раз я с ним играл турнир, он не уничтожил фулл феодал. Там не то, чтобы даже был фулл феодал. Но я типа сделал 2 скаута и такой, все, можно в замке. Он такой, ни хера, нельзя в замке, чувак. Нельзя в замке так просто. Ух ты! И тут не было дырки, кстати. Тут не было дырки, это фейк квиквол, ненужный. Осадка за Кхмером, можно делать скорпионов. Скорпион отличный ход. Но проблемы с лесом здесь получаются, да? Выносят вышку, кресты падают. Даут не слил много крестьян. У Даута все окей. Он делает легкую кавалерию, идет в форвард. А здесь камень. Вроде с дефа, вроде, ну против такого количества ЛК непонятно будет. Охренеть. Ну конюшни всего 2. Но бараки всего 3. Всего 3, охренеть. Первые рыцари вылазят, но тут столько пик. Они со всеми апгрейдами феодальными. Ну что, первые скорпионы идут. Но тут здесь куча скаутов, чтобы убивать скорпионы. Идет вышка такая, то есть... А лес-то откуда брать на скорпион? Непонятно. Сейчас непонятно. ЛК тупо на покер забегают. Как же тяжело им с пиками справиться, но все еще 6 выживает. КД все еще положительный у Даута. Какой первый скорпион? Не-не-не, такой скорпион легко заберут. Ой, зря, надо было копить скорпионы. Мне кажется, ошибка Даута, недооценил он количество здесь скаутов. Кресты выходят в другой лес, что видит Даут. Что видит Татах. Но он видит, что тут сюда кресты переходят. Очевидно, что надо сюда пушить теперь вышками. Есть на еще одну вышку. Татах играет на пределе ресурсов, ровно как и Даут. Замковый эпоха против феодальных. 13-14 армий. Это не так много. А рыцари норм. Таран? Он уже хочет защищать вышки. Уверенность участвует тут Даут. Но это не квиквол, это был просто домовтык. Нет, это не домовтык, это был... он заквикволился. Лоу, хорош. Тут есть дырка между конюшнями. Это проблема, Даут. Даут, тут проблема, у тебя золото тоже не заболено. Надо в домах сидеть. Возвращаются рыцари или что? Ай-яй, что-то Даут тут вроде жестко заквикволил, но не увидел на опыте здесь между слонюшнями что-то. Вышка супер агрессивная, причем мне даже кажется, что, возможно, Раншеда не застрелит, но это не точно. Тран, видимо, туда. Сюда бы посадить пик.
Сюда бы посадить пик, но нет. Опять осадку, походу, проносят скауты. Скауты так. Сколько пик? Да, он видел такое количество пик, и он понимает, что делает Атах. Это full field, детка. 40 на 52 креста. Расходятся мужики на золото снова. Даута по ресурсам обгоняют, смотрите, реально обгоняют. Даута по ресурсам. Новая леспилка, новое все. Кресты не работают, новый выходит, точка сбора стоит рядом с лесом. Ошибка. Но это похер. Даута сильно адлит, потому что у него уже с едой проблемы. Отбиты фермы. Атах тоже немного адлит. На самом деле это достаточно серьезный айдл, но такая интенсивная игра, поэтому да, я могу это понять. Новая шахта, леспилка работает. В принципе, Даут как будто стабилизируется, да, действительно, он делает новый таран, верит в том, что спушит. Пики отгоняют. Здесь очень важно было успеть заболиться. Это очень хорошо, что Татах это сделал. Татах что делает? У него 16 пик, он делает стрелу. Он не будет переходить вообще? Он боится переходить. Скаутами ищет что-то. Неужели видит таран? Стоп, подожди, не понял. Как он заметил таран? Офигеть, он все видит. То есть он настолько далеко этой вышкой видел. Он просто видел эту всадку, видел, как выходит таран. Ну ладно, он просто нападает, пока не крестьян. Тут бы на самом деле стрелу бы сделать, кстати, стрела делается на вышке, но стрелу бы сделать, возможно, товарищу... Ой-ой-ой, крестов теряет. Крестов теряет, хотя 10 убил Татов, но сейчас потеряет и десятку здесь. Кресты здесь находят, все, кресты начинают умирать. Миллиард домиков, чтобы заквикволить и прятаться в них, надо заквикволиться. А где таран? Таран просто ходит и тоже квикволится. Здесь, это много рыцарей, 8 рыцарей, но они очень раненые. Я думаю, что здесь, если будет принят бой, то я хз, но это будет не очень выгодно для рыцарей. Здесь этот крестьян уже вилварится Даут. Даут вилварится. И смотрите, кони все-таки до сих пор работают. Но смотрите, 75 лимит на 43, почти практически 2 раза. Пики на похер просто убивают ран. Надо стрелу апать, чтобы Радша сильнее стреляла. Это что происходит? Он тупо крестами воюет. Татак убил 17 крестьян. Рыцари уходят. Неужели это все? Неужели Даут умирает? Потому что здесь ставится еще одна вышка. На лес. Кресты могут телепортироваться, но это все сложно. 30 крестьян остается и 5 армий. Но самое главное это что? Это то, что ресурсы не работают. То есть 7 на экономике против работающих около 50 крестьян. Еще и квиквол здесь. То есть он может работать на... Но леса нету. Помните, про что я говорил? Про форвардный лес. Супер много форвардного леса. Он весь отбит. Он весь отбит. Надо уходить куда-то. Ну куда? Ну как? Вышка тут вообще не сработала как-то. Пики вроде бы не идеально. Они много ходили, поэтому умерли. Ну а Татаху похер. Он стоунволится даже. Он вообще... Он не хочет никуда переходить. Хотя сейчас он делает скаутов. То есть он понимает, что... Почему скаут интересно? Я даже не могу понять. Это шоу-матч, да, игроки могут играть не супер серьезно, но как будто бы они делают все правильно. Можно делать слонов, но камон. У феодальной пики какой бонус по слону? Я у нас смотрю. War Elephant 15, и по Cavalry 15. Его будет 30. Застаканный урон. Скауты просто режут крестов. То есть Татах просто использует то, что... Да, он без барака, он не может делать пики. И, наконец, идет на золото вышка. Да, вот ее видит, но что он может делать? Ведь скаут рядом. Что он может сделать? Послать рыцаря. Окей, может и слон. Может здесь и слон бы зашел. Потому что пик рядом нет. Вот здесь слона выпустить. Беги, слоник. У Кхмера быстрые слоны. Квиквол еще дичайший просто. Серьезно ли они играют или нет? Я думаю, иногда серьезно. Как контрить 14 пик? Это проблема. Надо было делать скорпионов, но леса нету. Все, пока. А скоро еще фермы надо будет перезасеивать. Ни одной фермы не сможет перезасеивать. Вроде здесь рынок, но теперь уже непонятно. И приходится срывать крестьян. У них есть бонус по вышкам, но на пике подходит. Хер пойми с какой горы. Да, ты квикволился, но сейчас он наскопил пик, удалил. И что теперь? Кони сдохли. Куда вы прорывались? А здесь кони дерутся. Пики, тупо пики. Насколько Татах все-таки понимает, что будет делать Даут, во что он пойдет, во что он захочет пойти. И он нырнет в эту ловушку. И он потеряется. И он будет сражаться до конца. И он, может, убьет эту вышку. Но ценой чего? Ценой 26 крестьян, ибо Даут понимает. АПМ 69, 175. На самом деле разницы почти нету. Но это фулфилд, детка. Еще одно доказательство. Фулфилд на Аравии работает. Действительно работает. Особенно, если рыбка клюнула. Даут клюнул и поплыл. 39 ЛК, 19 рыцарей. Лишил лес. На самом деле, самый важный ресурс в игре — лес. Без леса ты не можешь далеко прожить. Иногда можешь. На каких-то там, не знаю, монахах, не знаю, на чем-то иногда можешь. Но все-таки. Но не только лес был убит. Офигеть. 1% экономики работал в эту секунду. Это что?
То есть посмотрите, насколько жестко. У него работает 1% экономики. Там, не знаю, почему один, ну, 3 креста там, и то они не работают. То есть никто сейчас не работает буквально. Вот она работает, походу. Остальные дерутся. Сидят ТЦ. Вау. Вау, хорош. Катку выигрывает здесь. Одну из 89 или сколько их там будет. Но показательно. Чисто показательно. Причем Даут хорошо шел, хорошо шел. И даже он не то чтобы супер халявил, да? То есть он не при первой возможности, как я люблю, нажимать замки. Он сделал еще 3 скаута, еще 3, еще 3, еще 3. То есть он делал вышку. И потом рискнул, казалось бы, в хороший момент нажать. Все, наказано. Татах такой... Вы видели, как резко Татах понял и сделал это? Это... Вот, наверное, в этом Татах просто лучше. Просто вот в наказании. И как он Лири практически убил на Редбуле, это было... Ой, на Наке. Ой, на Редбуле, да. Редбул. Уже все путаю. То есть сразу 2 барака, сразу 6 крестов уже идут на форвард, и следующий уже на камне. То есть это вот 3 действия, которые надо сделать. А нет, еще 4 сразу ап на пике. И что еще? Ну и все. Ну и все. Ну и он заволенный, то есть он гений.